Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. И сегодня у нас продолжение урока по декору елочных игрушек. Они получаются по-весеннему новогодние. И мне очень нравится. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. И работу я начну с того, что покажу, как склеить 3 цепочки вместе. Не у всех это получилось. И подклею верхушку. Все остальное делается точно так же, как мы делали с вами вот в этих шарах. Единственное, здесь ничего не будет подрезаться, так как кисточки нету. Берем клей. Я использую универсальный клей уху. И, как я уже говорила, работаю я вот на вот этой пластмасске. Нанесла немного клея. Беру среднюю цепочку и вот прямо ее укладываю в клей. Затем следующую рядом примерно на 1 миллиметр от другой цепочки. И вот эту тоже на 1 миллиметр. И теперь соединяю их вместе. И вот этот клей, который там, соединит все цепочки вместе. Теперь пинцетом вот так беру и выравниваю по одному из звеньев. Они и склеятся, и выровнятся. Теперь я наношу клей на верхушку. И вот мои цепочки все 3 вместе соединились. Я подклеиваю, придерживаю пальцем. Так, оторвала чуть-чуть, но такое тоже случается. В любом случае я придерживаю пальцем. И теперь вот так по всему диаметру верхушки укладываю цепочку. Вот и все ложится ровно. Теперь я лишнее подрезаю. Так, где у меня лишнее? Вот. И все между собой склеиваю. И даю закрепиться. Теперь буду делать бантик. У меня лента двухсторонняя, 1,5 сантиметра и 28 сантиметров длиной. Складываю ленту пополам и определяю середину. Чуть-чуть отодвину. И теперь к этой середине формирую бантик. Вот так и вот так. Края вы уже решаете сами, больше или меньше. Теперь берем иголку и прошиваем. Здесь все равно, как прошивать, главное мелкими стежками. И затягиваю бантик. И, конечно, закрепляю. И, конечно, бантик нам надо перетянуть. Здесь вы уже сами решаете, как вы хотите перетянуть его, потому что его все равно видно не будет. Я просто согнула ленту пополам, так как у меня нету тонкой ленты. И так его и перетяну. И закрепляем на задней стороне. Конечно же, подрезаем края и обрабатываем огнем. Бантик я подклею на игрушку. И чтобы у меня все сочеталось, я сделаю флажки, как в других шарах, которые мы делали в прошлом уроке. Даю закрепиться. Конечно же, все поправляю. Если я вижу, что где-то мне надо подклеить, наношу немного клея и все подклеиваю с внутренней стороны. Вот так хватаю бантик. И флажки.
Здесь вы уже сами решаете, где вы хотите длиннее, где вы хотите наоборот поменьше. Немного клея. Подклею один флажок и затем второй. Ну и сейчас самое интересное. Собираем розочки и листики. Я нанесла немного клея и подклею вокруг розочки. Зажимаю пальчиками и даю закрепиться. Если мне надо немного отогнуть листик, нагреваю и отгибаю. Затем прикладываю вторую розочку. Смотрю, как она будет красиво смотреться. Также примеряю на игрушку. Розочки затем можно будет приподнять, так как они на проволоке. При этом сейчас все розочки я вот так вот подклею листики. Все настолько мелкое, все просто убегает. И даю закрепиться. Теперь одну розочку закручиваю над другой, причем так, чтобы скрыть низ. Хотя можно там и подклеить листик. Я скрутила. И, конечно, все всегда примеряем несколько раз. И вот эту розочку. Между ними еще будут листики, чтобы все некрасивое скрыть. И добавить зелени. Вот этот листик можно вообще приклеить к розочке. Сейчас нанесу клей, чтобы он немного так торчал. Вот я собрала розочки все вместе, и меня устраивает, как все будет ложиться, поэтому я все скручу вместе. Можно просто подрезать и все это приклеить, но я все скручу вместе и затем все подрежу. Можно воспользоваться плоскогубцами или чем-то еще, чтобы не поранить руки. Вот лишнее я подрезала, и теперь вот этот вот крючок вот так загибаю, и его не будет видно, и розочки хорошо будут держаться. Теперь я подклею розочки на шар и все некрасивые места замаскирую листиками. Конечно, даю закрепиться. Листиками, пинцетом подклеиваем вот прямо вот туда. Наносим клей. И пинцетом вот так прижимаем, укладываем как нам надо. Листики примеряем. Если надо, выгибаем их. И подклеиваем. Все скрываем. Все некрасивые места. Немного к розочке подклеим листик сразу же. Вот я хватаю вот так листик и сразу его пинцетом прикладываю. И он подклеится и снизу, и к розочке. И, конечно, даю закрепиться. И, конечно, надо немного блеска. Я наношу клей
И подклею стразы среднего размера. Немножко неудобно на весу, но все видно. Нанесла клей и подклеиваю стразы. И продолжаю работу. И немного страз добавлю на саму игрушку. Здесь уже можно добавить фантазии, но не надо переборщить. И продолжаю работу. Вот что у меня получилось, и я очень довольна результатом. В комплекте уже 2 такие игрушки. Я постаралась все подробно вам показать и рассказать. И, конечно, продолжение следует. Здесь у нас еще будут шишки. Здесь вот я уже наклеила стразы. И будет небольшой бантик. И также все это надо будет объединить в одном стиле. И также будут вот такие заготовки. Здесь тоже будет украшена еще макушка и бантик. Конечно же, я все подробно покажу и расскажу. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Если у вас есть вопросы, всегда пишите в комментариях, и я рада ответить и помочь. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.